Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чунгуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чунгуком и Тэхёном. 10 место. И пусть весь мир подождет. Есть моменты поважнее, чем слушать, что тебе говорят другие участники, потому что вы все не Чунгук. Тэхён был слишком занят тем, что наслаждался руками Чунгука, которые гладили его бедро, поэтому он даже не понял вопроса Хосока. Алло, Тэхён, Земля на связи, вернись к нам. Это потрясающе. Чунгук и Тэхён – это магнитики, которые притягиваются друг к другу. Один из языков любви Вигу, когда один говорит, а другой спокойно сидит и восхищается им, внимательно слушая. Я каждый раз из-за них лужа. То, как они смотрят друг на друга, это что-то теплое. Взгляд наполненный обожанием, восхищением и любовью. Они первые, у кого я увидела во взгляде столько эмоций и чувств. Девятое место. Однажды Диспатч выпустил статью с заголовком «Вигу декалькомани дуо». Декалькомания. В Корее под этим словом подразумеваются люди, что очень похожи друг на друга, не внешне, а духовно, связанные ментальной связью. 15 ноября 2022 года Чунгук отправляется на церемонию открытия в Катар. Тэхён улетает неизвестным рейсом. Диспатч публикует видео на YouTube с заголовком «Ви знает о Чунгуке все», а также пишут статью с заголовком «Ви и Чунгук декалькомани дуо». В марте 2018 года Twitter BTS публикует фото с поездки на премию BBM в 2017 году. Следует отметить, что эти фотографии были сделаны в месте, где у них была эксклюзивная съемка с Диспатч. Сразу же после этого Диспатч публикует фото с ребятами на закате в своем инстаграме. Обратите внимание на эмодзи двух парней, держащихся за руки, и 2 сердечка. А 4 года назад Диспатч хотели разоблачить отношения двух парней-айдолов. Говорилось, что у айдолов разница в 2 года, и они в известной группе. На тот момент BTS были самой популярной группой в Корее. Диспатч единственный папарацци, с кем сотрудничают BTS. Диспатч является самым большим инфлюенсером на корейской индустрии, которая раскрывает отношения айдолов. 8 место. Как Чунгук любит, чтобы его называл его партнер. Однажды у Чунгука спросили, как бы он хотел, чтобы партнер его называл. И его ответ был «Чунгука». В это время Тэхён. Что хотел, то и получил. Тэхён молодец, прислушивайся к своему бойфренду. 7 место. Крик души. Ну когда кто-то на меня будет смотреть так, как Тэхён смотрит на Чунгука? Это один из моих самых любимых моментов в Вигу.
9 лет назад мы получили видео, где ребята после выступления сыграли в игру «Осторожно, вынимай кость, чтобы не разбудить спящую собаку». А победитель должен был надеть венок и быть красивым по сравнению с другими. Конечно же, Чунгук выиграл, наш победитель по жизни. Просто посмотрите на восхищенный и влюбленный взгляд Тэхёна на своего Чунгука. Чунгук в этом веночке сама прелесть и очарование, а Тэхён такой влюбленный, он просто тонет в нем, как в море. Как же их не хватает. 6 место. Милый момент Вигу во время выступления Butter. Кажется, это обычный танцевальный момент, но он был вырезан и не попал в официальную бантан-бомбочку. Но у нас есть золотые армии фан-базы, которые сняли и поделились этим прекрасным моментом в Вигу, где они невероятно счастливы. Еще и такие смущенные оба, вроде взрослые люди уже. Ой, наши драгоценные милашки. 5 место. Тэхён, наш струящийся ручеек, аккуратно подплыл к своему родному берегу. Ну, или подкатил. Ничего необычного. Это просто Тэхён, который тихо убежал от микрофона и незаметно подкрался к своему Чунгуку, чтобы после потрогать и потрепать друг друга за попку. Нужно срочно найти видео, снятое с другого ракурса. Вы там случайно никто не находил? Ну а теперь немного отвлечемся. Чунвон из ENHYPEN упомянул Чунгука на одном телешоу. Когда я был стажером, я встретил кого-то. Он был в шляпе и поприветствовал меня под углом 90 градусов. Так что я подумал, что это продюсер, но это был Чунгук. И тогда я подумал, что он такой крутой и удивительный, потому что он был скромным по отношению к стажерам. Чунвон фанбой номер 1 и всегда включает несколько своих любимых песен Чунгука на прямом эфире. Чунгук наш скромный и уважительный мальчик. Говорят, к стажерам обычно отношение так себе, просто потому, что они стажеры. Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Телеведущий Чон Хён Мо рассказал анекдот о встрече с Чунгуком и Мингю из Seventeen в мясном ресторанчике в развлекательной программе. Чон Хён Мо и Пак Мён Су рассказали о том, что старший брат друг обычно платит за еду. Поскольку ты старше, ты должен что-то покупать. И у нас в стране есть такая вещь. Затем Чон Хён Мо рассказал историю встречи с Чунгуком в ресторане. Недавно я пошел в ресторан, и кто-то поприветствовал меня, и это был Чунгук. Поэтому я сделал расчет. Конечно, Чунгук, возможно, зарабатывал больше, чем я, но поскольку я старший товарищ, я плачу по счету. Он пришел с Мингю из Seventeen. Интересно, Чунгук с ним просто так поздоровался или специально, чтобы он заплатил? Ха-ха-ха, наш гений! Экономия должна быть экономной, даже если ты богач. Актер Уинстон Дьюк рассказывал в недавнем интервью, что он слушал Friends Тэхёна на повторе. Ведущая. Я узнала о тебе одну вещь. Тебе нравится слушать музыку специально для того, чтобы узнать музыку к фильмам о персонажах. Уинстон. Я люблю музыку к фильмам.
Я вообще-то последнее время слушаю много BTS. Ведущая. Я люблю BTS. Есть ли у вас любимая песня BTS на данный момент? Уинстон. Вы знаете эту песню Friends? Она как бы на повторе сейчас. Хороший вкус. Сразу видно наш человек. BTS любят со всех краев земли, а кто-то думает, что ребята мошенники и не заслуживают своих законных наград. Но не хочу об этом. Уверена, что все решится наилучшим исходом, и все ответят за свои действия. Чунгук был упомянут в статье, которая освещала культурную олимпиаду в Париже, известную как лучший спортивный и культурный фестиваль в мире. Во время выступления на бис двух команд по брейк-дансу прозвучала песня Чунгука «Standing Next to You», и зрители аплодировали стоя. Зрители аплодировали стоя. Боже, это сильно. Наш мужчина талантище, глобальный артист. Не побоюсь сказать, Чунгук артист мира. В Южной Корее множество известных мест, которые обязательны к посещению. А вот недавно список достопримечательностей этой страны пополнил Пурпурный остров, он же Фиолетовый остров. Если вы отправитесь на пристань Дури в Анжвамёне, Синан, вы столкнетесь с фиолетовым миром. Фиолетовый мост был выбран Всемирной туристической организацией ООН как лучшая туристическая достопримечательность в мире. На этом мосту есть скульптура «I purple you» – «Я фиолетовлю вас», фраза, которую придумал Тэхён. 예, 해주셔서 정말 감사하고요. 아미 사랑합니다. Тэхён творит историю. Эти парни творят историю. Они уникальные. Тэхён в Твиттере 6 лет назад дразнил нас своими прелестными ключицами в честь выхода Singularity. Вот знает же, умеет же уложить пол фандома на лопатки. И 6 лет назад, и сейчас. Тэхён – звезда мужского пола, с которым люди хотят упражняться и тренироваться. Ви побеждает в вопросе, с кем из звезд мужского пола ты бы хотел поработать, который проводился в приложении StarPoll с 30 апреля по 6 мая и набрал 135 317 голосов. Это 82% от общего числа голосов. Мы так и тренируемся, онлайн только. Поздравляем Тэхёна! 4 место. Желание Чунгука поцеловать Тэхёна. Момент, который заставляет очень много думать. Джин, Чунгук, от кого ты хочешь получить поцелуй? Намджун, Тэхёна, ты можешь поцеловать его позже? И зовет его, так привычно, как ни в чем не бывало. Молодец, Намджун. Есть ли еще более веское доказательство реальности Вигу, чем это? 3 место. Реакция Чунгука и Тэхёна говорит сама за себя. Помните ли вы, как Вигу смотрели выступление Холзи «Без меня», где она на сцене показывала про однополую любовь? Только Тэхён и Чунгук плакали тогда. Вопрос, почему только они? Видно, как ребятам трудно на это смотреть. Очень проникновенный момент. Прям чувствуется переосмысление в их глазах. 2 место. Для Чунгука не существует никого любимее и красивее Тэхёна. Как сказал сам Чунгук, человек устремляет свой взгляд на любимого человека, что бы ни происходило вокруг него. И всегда подтверждает свои же слова. «О, моя любимка на фото!» «Оу, моя любимка такой умный и красивый! Черт, опять залип!»
О, мой спящий красавец! Первое место. Маленький Чонгук завязывает маленький хвостик маленькому Тэхёну. Однажды во времена царей и рыцарей Чонгук трепетно делал маленький хвостик на голове Тэхёна. И вспоминая этот момент, мне становится так уютно. Эх, какие же были времена! Как это трогательно и все же необычно. Ну что за милые обезьянки? Чонгук еще так старается, как будто на премию Тэхёна собирает. Ему бы еще пару расчесок и лак для волос. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!